Привет. Сегодня только ленивый не говорит о потопе. Да и ленивые говорят. И хотя кажется, что все, что можно, уже рассказано, мне тоже есть что рассказать. Я решил ненадолго сменить общую тему повествования своего канала и дать вам немного отдохнуть от динозавров, костей и клювов с шишками. В конце концов, всем нам интересна ближайшая история и то, как и кем она переписывалась. Тем более, что я уже почти закончил свой глубокий обходной маневр в войне с официальной наукой, и можно начинать потихонечку бомбить ее с тыла. Но если вдруг случайно попаду по альтернативщикам, сами виноваты, не лезьте под обстрел. Тема потопа агрессивно толкается в средствах массовой информации. Астрологи и шарлатаны всех мастей спят и видят, как мир затопило. От Америки ничего не осталось. Австралия разделена на две половины. Эдгар Кейси во сне увидел потоп. Люди все чаще находят затонувшие города на глубине 20-30 метров. А кое-кто широкими мазками заявляет про руины на глубине 600 метров. Он их еще не видел. Он еще не спускался на такую глубину. Он просто поверил на слово какому-то человеку. И он такой не один. Да что там говорить, я сам такой. В смысле, впечатлительный. Верю всем. Именно поэтому стараюсь как можно быстрее проверить. А как не поверить таким святым людям, если даже Google создает карты потопа на рельефе Земли? На этой карте можно вручную задать уровень поднятия мирового океана и убедиться, насколько все будет ужасно. Кстати, там по умолчанию стоит цифра плюс 400 метров. Ладно, что-то я заболтался. Итак, о чем это я? О том, что дыма без огня не бывает. Действительно, некоторые явно портовые крепости стоят как-то не совсем у моря. И это как бы очень даже прямо указывает на прошедший потоп. И тогда исследование прошлого потопа становится просто необходимым. Хотя бы для того, чтобы знать, а повторится ли такая катастрофа в будущем и что, собственно, ее вызвало. Значит, нам, как обычно, нужно установить причины и следствия. О причинах катастрофы было выдвинуто немало версий. И, конечно же, у меня тоже есть своя версия. На мой взгляд, очень интересная. Но чтобы ее рассказать, понадобится еще не один и не два вводных ролика. А сейчас мы быстренько разберем следствие. В качестве прикладного примера возьмем недавно вышедший ролик председателя о крепости Копорье. Илья совершенно справедливо задал множество вопросов в своем ролике, поэтому пересказывать не вижу смысла. Просто посмотрите этот ролик, ссылка в описании. Меня в данном ролике заинтересовало то, что крепость явно портовая и должна была, по идее, стоять на берегу у воды. Об этом говорят и заставившие задуматься председателя башни, те, которые есть только на одной прямой части стены. Хотя, по-моему, вот тут все как раз логично. Башня обеспечивает прикрытие защитников со стороны суши, а там, где вода, они не особо нужны. Попробуйте укрепить лестницу, стоя в лодке. То такое. Нам с вами интересна чисто практическая сторона. А потому мы просто откроем сервис FloodMap и посмотрим, какой уровень моря должен быть, чтобы крепость стояла на берегу. Вот,
плюс 113 метров к нынешнему уровню моря. Здорово, правда? Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ведь в таком случае все Копорье превращается в огромный остров. А тогда появляется множество новых вопросов и один маленький ответ. Вопросы такие. Как Петр мог взять Копорье, когда у его стен была вода, и одновременно с этим основать Петербург? Он же в этот момент должен быть на 100-метровой глубине. И зачем для взятия такой мелкой крепости потребовалось аж 8 полков? Напомню, это больше 8000 солдат. Да если их всех туда поместить, то придется штабелями складывать. Нестыковочка. Явно кто-то врет. А маленький ответ такой. Если все же взятие Копорья и строительство Петербурга происходили одновременно, тогда и штурма, скорее всего, никакого не было. Ведь тогда стратегическая ценность крепости становилась нулевой. Моря-то уже не было. А значит, скорее всего, его и не штурмовали вовсе, а просто заняли пустовавшее место. Эту версию подтверждает и тот факт, что через 60 лет после взятия, в 1763 году, крепость исключили из списков оборонительных сооружений. Но зато все объясняется само собой, если 1703 год – это год отступления воды. Тогда все сразу становится понятно. И срочное основание Питера, и болотистая местность. Вода еще не везде ушла. И скорость, с которой Петр буквально в припрыжку побежал основывать город. И наводнение во время так называемого строительства. Как же мы устали от лжи. Неужели нет способа установить истину? Есть. Так давайте же не будем верить никому на слово, поднимем свои руки и проведем совсем нехитрые математические вычисления. И узнаем, до какого уровня вообще может подняться вода в океане. Да-да, сами, своими руками. Вычислим прямо сейчас. Ну что, начнем пляски с бубном? Итак, мы знаем, что вся вода в мировом океане, а мировой океан – это вся жидкая вода на планете, включая воды рек, морей, озер и прудиков. Исключение составляет та вода, которая в данный момент находится в ином агрегатном состоянии, то есть в виде пара или льда. Смело вычеркиваем из уравнения воду в виде пара. Она уменьшаться точно не будет, тем более во время потепления. Зато будут уменьшаться ледяные запасы, пополняя мировой океан и вызывая поднятие уровня воды, чем нас так часто и пугают. Где сосредоточены самые огромные запасы льда на Земле? Конечно же, в Северном Ледовитом океане, ледяных шапках Гренландии и Антарктиды. Северный Ледовитый океан также вычеркиваем из формулы сразу. Его ледяная шапка и так находится в воде, поэтому если растает, то скорее всего не увеличит, а даже уменьшит уровень мирового океана. Ссылка на закон Архимеда, по которому совершено данное умозаключение, находится примерно в 4-5 классе любой школы. Значит, остается не так много, всего лишь подсчитать количество воды во льдах Антарктики и Гренландии. Вычисления будем производить в квадратных метрах и кубометрах, чтобы не запутаться потом при переводе одних величин в другие и получить итоговую сумму также в метрах. Итак, площадь Гренландии вот столько квадратных километров, или вот столько квадратных метров. Площадь Антарктиды 14 миллионов 200 тысяч квадратных километров, или вот столько квадратных метров. Толщина ледяной шапки Гренландии в среднем 1500 метров. Толщина ледяной шапки Антарктиды в среднем 2800 метров. Путем несложных вычислений получаем объем льда в кубометрах. Вот столько для Антарктиды и вот столько для Гренландии. Конечно же, можно было сразу взять данные из Википедии, но мне было интересно, насколько наши вычисления разойдутся специально. И разница действительно есть.
поскольку мы оперировали средними величинами. А в данном случае наука обладает гораздо более точными данными. И вот они. Для Антарктиды и для Гренландии. То есть на самом деле льда даже меньше, чем мы посчитали. Ну а теперь складываем эти числа, получаем общий запас льда на всей планете. Вот столько кубических метров. Дальше все предельно просто. Общая площадь Мирового океана вот столько квадратных метров. Теперь нам надо аккуратненько наложить каждый кубометр льда на каждый метр площади океана. И по количеству данных кубиков на 1 квадратный метр узнаем глубину будущего наводнения. Разделив кубометры льда на площадь Мирового океана, получим сумму в 91 метр. Уберем из нее еще 10%, на которые уменьшится объем при таянии. Сомневающихся снова в школу, 4-5 класс. И получится цифра 82 метра. 82 метра. Это максимальная точка, на которую поднимется Мировой океан, если растает весь, подчеркиваю, весь лед на Земле. Никаких 400 метров не будет. Всего 82 метра. И это мы не учитывали возрастающую при потеплении площадь затопления. Официальная наука в данном случае дает еще меньшую высоту – 63 метра. И знаете что? Вот конкретно в этом вопросе я с ней соглашусь. Но вернемся теперь к нашей панической карте потопов и посмотрим на получившийся рельеф и саму крепость. Крепость хоть и близко, но все равно не стоит на берегу. А Санкт-Петербург до сих пор на дне. Все Копорье до сих пор остров. Но в целом по планете обстановка не настолько печальная. Австралия получила в серединке озера, увеличилось Каспийское и Черное Средиземное моря, затопило пол Сибири, но плато Путарана на месте. С Америкой вообще все замечательно. А вот конкретно для историков, как для официальных, так и для альтернативных, новости плохие. Ваши гипотезы рушатся на ровном месте. Изучайте вопрос тщательно. Ту же крепость Копорье. Ох, чувствую, не в том направлении мы все копаем. Ой, не в том. Друзья, изучайте внимательно получившуюся карту. Она получена не на основании голословных утверждений, а на основании только что проведенного расчета. А значит, может навести вас на много интересных открытий. А я буду рад за вас. И, возможно, на мою долю тоже хватит открытий. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневный комментарий свой.